После того, как Джон несколько недель просыпался с непонятными укусами, он подумал, что подцепил блох из приюта, которым он руководил. Но потом, когда его жена присмотрелась повнимательнее, она закричала от ужаса. Уже третью неделю подряд Джон просыпался с одними и теми же загадочными укусами на руках, шее и спине. Зуд был невыносимым, а рубцы сильно покраснели. «Милая, я думаю, у нас завелись блохи», — сказал Джон своей жене. Сара села в постели, качая головой. «Я тоже так думаю», — вздохнула она. «Я заметила крошечное насекомое, когда меняла простыни перед сном». Джон посмотрел на множество свежих укусов у себя на предплечье. Первое, что пришло на ум, — это приют. Джон управлял приютом для бездомных в их маленьком городке, местом, которое ему очень нравилось. Но приют расширялся, и так много людей приходило и уходило, что казалось неизбежным, что он принесет домой что-то ненужное. Он вздохнул, проведя рукой по своим растрепанным волосам. «Давай разберемся с этим завтра», — прошептал он жене, ложась обратно. На следующее утро за завтраком пара обсудили дальнейшие действия. Хотя Сара злилась на своего мужа за то, что он приводил нежелательных гостей, и жаловалась на то, что ей всегда приходится поддерживать чистоту в доме, Джону удалось ее успокоить. Тем не менее, она сразу же разработала план. Всю следующую неделю они вместе пылесосили, отпаривали и вычистили каждый уголок в своем доме, выбросив простыни, подушки и даже старые коврики. То же самое сделали и в приюте, наняв профессионального дезинфектора для осмотра и обработки помещений. Однако спустя несколько недель никаких улучшений замечено не было. Укусы все еще продолжали появляться на теле Джона. Каждое утро он просыпался с новыми рубцами на коже. Сара тем временем оставалась совершенно нетронутой, что заставило их задуматься. «В этом нет никакого смысла», — воскликнул Джон однажды вечером. Его раздражение зашкаливало. «Почему не помогают дезинфицирующие процедуры? И почему пострадал только я?» У Сары не было ответа на его вопросы. Она тоже была измучена постоянной уборкой и беспокойством. И вот однажды, субботним вечером, она решила сделать перерыв. Из-за того, что их мысли были постоянно заняты ремонтом дома и приюта, у них почти не оставалось времени на себя. Сара приготовила попкорн, и они, свернувшись калачиком на диване, стали смотреть свой любимый фильм. Впервые за несколько недель они снова почувствовали себя самими собой, смеялись старым шуткам и наслаждались домашним уютом. Все тревоги улетучились. Но на середине фильма смех Сары оборвался. Она наклонилась ближе к Джону и, прищурившись, уставилась на его голову. «Замри на секунду», — сказала она напряженным от беспокойства голосом. «В чем дело, малыш?» — растерянно спросил Джон. Сара не ответила. Вместо этого она наклонилась ближе и отвела его волосы в сторону, чтобы лучше рассмотреть. Ее рука взлетела ко рту, а лицо побледнело. «Боже, нет!» — закричала она, в ужасе отшатнувшись. Джон застыл, его сердце бешено колотилось в груди. «Что не так?» Он выпрямился и посмотрел на нее. Сара уже доставала свой телефон. «Нам нужно срочно показаться врачу. Я расскажу тебе по дороге», — сказала она и, взяв Джона за руку, повела его к машине. В клинике доктор внимательно выслушал рассказ Сары, начиная с укусов Джона, их неудачных попытках бороться с блохами и заканчивая тем, что она увидела в его волосах. Доктор Карлос спокойно слушал, кивая и делая пометки. Затем он жестом пригласил Джона сесть в кресло для осмотра. Он взял пару перчаток и раздвинул волосы Джона, внимательно вглядываясь. На коже Джона были видны небольшие бугорки, которые могли бы выглядеть как крошечные кисты, но когда он взял увеличительное стекло, доктор обнаружил, что они скрывают. В коже головы Джона появились маленькие дырочки, в которых копошились микроскопические подвижные существа. «Боюсь это говорить,
«Но это не блохи», — сказал доктор Карлос. «Вы недавно ели сырое мясо или общались с людьми, которые могли проглотить испорченную пищу?» «Я работаю в приюте для бездомных», — ответил Джон. Он не был уверен, что проблема возникла именно там, но знал, что некоторые из людей, которым он помогал, привыкли к не самым лучшим гигиеническим условиям. «Это может объяснить, как вы заразились», — сказал доктор. Джон и Сара обменялись встревоженными взглядами. «Что именно он подхватил?» — спросила Сара дрожащим голосом. Доктор Карлос глубоко вздохнул. «Это могут быть укусы гельминтов, паразитических червей, таких как круглые или ленточные черви. Люди обычно принимают их за раздражение, вызванное блохами. Но это не так. Эти черви не просто кусаются. Они выделяют токсин, опасный для человека, который в основном вызывает неврологические проблемы у своего хозяина». Джон уставился на доктора. У него голова шла кругом. Что он только что услышал? Неврологические проблемы? «Вы серьезно?» Он переспросил, надеясь услышать другой ответ. Доктор Карлос серьезно кивнул. «Да». И, судя по Джону, после нескольких недель контакта с этими червями у него, скорее всего, уже появились симптомы. Сара ахнула, закрыв лицо руками. «Боже мой! Джон, это так много объясняет». «Что объяснить? Что ты имеешь в виду?» — спросил Джон, нахмурив брови. Сара посмотрела на него, и слезы навернулись ей на глаза, грозя пролиться. «Знаешь, в последнее время ты стал забывать такие мелочи, как, например, где ты хранил ключи от машины, запирал ли ее, или даже имена людей в приюте. Я видела, что ты изо всех сил пытаешься вспомнить очевидные вещи. Я думала, ты просто устал от повседневной работы, но теперь я знаю, почему», — сказала Сара и обняла своего мужа. Доктор Карлос успокаивающе положила руку на плечо Сары. «Хорошо, что вы заметили это вовремя. Эти глисты опасны, но их укусы поддаются лечению, если обратиться на ранней стадии. А пока я предоставлю раствор для местного применения, которым вы будете мыть его волосы. Раствор уничтожит глистов и их яйца. А затем вы придете завтра, и мы проверим прогресс. После этого мы назначим комбинацию лекарств, которые помогут вашему организму избавиться от токсинов и восстановить утраченные когнитивные функции. Вам также нужно будет проходить еженедельные осмотры, чтобы следить за выздоровлением». Джон кивнул, впитывая слова доктора, а потом спросил: «А что насчет дома? И приюта? Что, если эти болезни распространились? Что, если я не единственный, кто пострадал?» «Это обоснованное беспокойство», — ответил доктор Карлос. «Я порекомендую специалиста по борьбе с вредителями, который занимается такими редкими случаями заражения, как этот. Вам нужно будет тщательно обработать оба места, чтобы убедиться, что они уничтожены. Что касается остальных, то, возможно, потребуется провести некоторые проверки». По дороге домой Сара была необычно молчалива. Она просто вела машину прямо. Джон бросил на нее обеспокоенный взгляд. «О чем ты думаешь?» — мягко спросил он. Руки Сары крепче сжали руль. «Я не хочу этого признавать, но мне страшно», — сказала она, и ее голос был едва слышен. «Я боюсь того, что могло бы случиться, если бы я вовремя не заметила. Что, если потеря памяти усилилась? Что, если бы ты забыл меня?» Она замолчала, по ее лицу текли слезы. Джон потянулся и успокаивающе накрыл ее ладонь своей и сказал: «Эй, не думай так. Ты же заметила. Ты спасла меня, Сара. И я собираюсь пройти через это благодаря тебе. Мы вместе пройдем через это». Она кивнула. Но напряжение на ее лице не спало. «Я тут подумала», — нерешительно начала она. «Может быть, пришло время закрыть приют?» Джон в шоке повернул голову. «Что? Нет. Почему мы должны закрывать приют?» Сара взяла его за руку. «Послушай, я знаю, как много значит для тебя приют.
«Ты проделал огромную работу», — быстро сказала она, стараясь говорить ровным голосом. «Но посмотри, что это сделало с тобой. Ты не в первый раз заболеваешь из-за этого. Я не могу потерять тебя, Джон». Джон долго молчал, глядя в окно. Наконец он заговорил. «Я понимаю, почему ты так думаешь, Сара. Но эти люди там снаружи, такие же, как мы, они пытаются выжить, пытаются почувствовать себя людьми. Если мы закроем приют, куда они пойдут? Кто им поможет?» Сара вздохнула, вытирая слезы. Следующие недели были тяжелыми для пары. Это был целый вихрь процедур, визитов к врачу и мер по борьбе с вредителями. Раствор для местного применения сотворил чудеса. Он уничтожил оставшихся червей на коже и в волосах Джона. Затем он начал принимать лекарства, чтобы вывести токсины из организма, и медленно, но верно, его память улучшилась. Сара неустанно работала рядом с ним, руководя командой по борьбе с вредителями, которые обрабатывали их дом и приют. Специалисты обнаружили несколько гнезд ленточных червей в общежитиях приюта. Скорее всего, они были занесены кем-то, кто по незнанию был их носителем. Обработка приюта была кропотливым процессом, но в конечном итоге вредители были уничтожены. Были организованы регулярные проверки на вредителей, и Сара рассказала жителям о гигиене и борьбе с вредителями. Изменения, которые она внесла, изменили мир к лучшему, и вскоре приют работал лучше, чем когда-либо. Когда Джон вернулся в приют, все были счастливы. В то утро в приюте царила тихая суета, когда он вошел в его двери. Обитатели тепло приветствовали его. За эти годы Джон установил прочные связи со многими из них, и они скучали по нему те несколько недель, что его не было рядом. Приют был не просто зданием. Это был второй шанс для стольких людей, и это напомнило ему, почему он так упорно боролся за то, чтобы сохранить его открытым. Его размышление прервал стук в дверь. Это была Сара, державшая поднос с 2 чашками кофе. Теперь она стала частью приюта и принимала участие в его делах. «Знаешь, мне кажется, я наконец-то поняла смысл приюта по-настоящему», — сказала Сара. Джон заинтригованно приподнял бровь. Она на мгновение заколебалась, затем сказала: «За те несколько недель, что я здесь, я увидела, как это место помогает людям. А еще раньше, пока ты не приехал, я увидела, как люди дорожат тобой. У них у всех такое выражение лица, как будто они здесь свои, как будто они нашли свое предназначение. И я поняла, что это место не просто помогает людям выживать, оно помогает им исцеляться». Взгляд Джона смягчился. Именно поэтому он все это затеял. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.